Раздражение, которое вызывает в Германии бурная деятельность евроукров, уже второй раз за месяц излилось в публичное пространство. Если в начале апреля европейцы жаловались, что немецкая делегация обрушилась на них в ПАСЕ, то теперь дошла очередь до ООН. Помните, как относительно недавно укрдепутат Береза, который бляхер, верещал, что немцы вели себя не тактично по отношению к борцам против Путина? Похоже, после заседания Совбеза ООН по вопросу упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса издевательства немцев над евроукрами станут обыденными. Знаете анекдот про пациента, который пришел к психиатру? На что жалуетесь? Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Немцы воплотили этот анекдот в жизнь, а роль пациента сыграл, сами понимаете, кто. По итогам заседания Германия, как председательствующая страна, проигнорировала просьбу Украины принять документ, осуждающий указ Путина по паспортам. Как сообщает корреспондент страны, это даже не выносилось на голосование. Выступающих больше нет, отметил представитель Германии и предложил расходиться. Это просто прекрасно. Мы требуем осудить Россию. Выступающих больше нет, расходимся. Вы представляете, насколько евроукры задолбали европейцев своими требованиями, чтобы представитель Германии тупо проигнорировал очередное? Кстати, если Википедия не врет, то должность постпреда ФРГ в ООН занимает Кристоф Хойсген. Он родился не в ГДР, как вы могли бы подумать. Он стопроцентный весси, то есть западный немец, вдобавок еще и получивший образование в США. Родился 17 марта 1955 года в Дюссельдорфе, Херт. Изучал экономику в Санкт-Галлен, Стейтсборо, США и Париже. Получил докторскую степень по экономике в университете Санкт-Галлен в 1980 году. Как думаете, где его завербовал Путин? В Стейтсборо, в Париже или в Брюсселе? Надо же помочь евроукрам выработать версию, почему немецкий дипломат игнорирует требования аграрной сверхдержавы, которая обладает сильнейшей армией синяков Европы. Если же оставить хохмы в сторону, то, думаю, причина немецкого охлаждения к евроукрам банальна. До открытия Северного потока-2 осталось меньше года. После этого Берлин позволит себе жест, который сделала Ангела Меркель на последней встрече с Порошенко в качестве президента. Да, она лишь указала ему, что надо пожимать руки на фоне флагов, но тролли Путина сразу же увидели в этой ситуации явный символизм. Без газового транзита место Украины очень быстро окажется возле там же, где теперь место прибалтийских лимитрофов и прочих болгар с румынами. Они как бы есть, и многие даже в составе ЕС, но на их кудахтанье и Берлину, и Брюсселю глубоко плевать. Вся украинская значимость, которой сведомые так кичатся с 1991 года, зыждется на советском наследии. Место в ООН досталось от клятых оккупантов, промышленность тоже, газовый транзит оттуда же, куча оружия в арсеналах, которое можно было годами продавать грузинам и африканцам, тоже советское. Украинского, созданного за годы незалежности, нет вообще ничего. Исключения единичные. Вон Янукович построил в Донецке новый аэропорт, но и тот сведомые уничтожили. С какой стати та же Германия обязана выслушивать хрюканье каких-то никчемных хуторян, не способных ни к конструктивному диалогу, ни к созидательной деятельности? Да, их терпели, долго терпели, потому что они шантажировали перекрыть газовую трубу. Но чем ближе к моменту истины, когда эта труба станет не нужна, тем меньше у немцев терпения. Думаю, недалек тот час, когда примлекавшихся чубатых начнут не просто не терпеть, но и бить. И делать это будут вовсе не клятые москали, а цивилизованные европейские мистеры, геры и месье. Ну и еще польские паны в придачу. Холоп, он должен знать свое место. Особенно тот холоп, который не захотел жить равноправно и по-братски с собственной родней.